Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 марта, понедельник. Естественно, мы будем по-прежнему или опять говорить о теракте, который имел место в Москве 3 дня назад. Потому что вот самое главное, что зачем проводится теракт? Для того, чтобы добиться каких-то последствий. И мы должны сейчас вот с вами наблюдать, к чему это идет, какие последствия могут иметь место и как на них можно повлиять, чтобы они не случились. Это, повторяю, самое главное. Ну вот, то есть идет 3 дня размышления напряженное. И сегодня вот к вечеру пропагандоны кремлевские основные обещали, что они выдадут продукт. То есть это тот продукт, те тезисы, а, которые сейчас будут в широкие народные массы вливаться для того, чтобы направить дальнейшие действия Кремля в нужное Кремлю русло. 3 дня раздумий – это много. Это, я вам скажу так, уже провал, по большому счету. Уже должно быть, по идее, если бы это организовывал Кремль, этот теракт, то уже должен был вынесен вердикт, уже должны были иметь место неопровержимое в кавычках доказательства, и уже должен был быть объявлен план возмездия. Вот примерно так было после 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Где-то уже через часик, так примерно, после того, как в Пентагон самолет упал, после того, как башни-близнецы были поражены, уже в средствах массовой информации прозвучало слово вот человека, которого потом искали и объявили врагом, виновным во всем случившемся. Потом тут же начали появляться подтверждающие материалы, то есть американские спецслужбы следили за ним долго, и они выглядели убедительно. Короче говоря, через 3 дня уже в полный ход, даже быстрее, то есть первый же день фактически после этого теракта пошел выброс информации для того, чтобы подготовить народ к возмездию, к операции возмездия. Вот так это надо делать. Тут чем дольше замедление, промедление смерти подобно. И это в Кремле прекрасно понимают. Поэтому профуканные 3 дня напряженной мысленной работы, это все, значит, улетает в никуда. Потеряна динамика, потеряна инициатива. И призывать к самой безумной ответке, а это, если вы помните мое предыдущее видео, с чего я начинал, было, так сказать, самым большим опасением многих умных людей из моих зрителей, в том числе профессионалов в области аналитики, информатики. Вот, то есть вот это промедление, оно делает самую безумную ответку практически невозможной, потому что через 3 дня призывать к чему-то, что уже начинает как-то так стираться в памяти, это уже поздно. Это, так по большому счету, свидетельствует о том, что Кремль, он виноват, на нем лежит тяжесть эта. Но российские спецслужбы не проводили этот террористический акт. Поэтому они думают, 3-й день, как его объяснить. Я дальше объясню, что происходит, и приведу вам свои соображения на этот счет. Сейчас самый главный вопрос – это ответ Раши на этот террористический акт. Уже понятно. То есть Путину понадобилось 19 часов для того, чтобы выступить и чтобы это там промямлить. Причем здесь аналитики, грамотные люди, которые имеют в этом опыт, отмечали его растерянность и полное непонимание, что делать. Он забросил на всякий случай там окно через границу с Украиной, куда якобы должны были проникнуть террористы, но ничего связанного он, в общем-то, не сказал. Никаких абсолютно доказательств, даже намека на доказательств. То есть Путин в яме, по большому счету. Я бы даже другое слово употребил, но оно не совсем хорошо звучит для интеллигентных ушей.
Он не знает, как оттуда выползти. И вот сегодня мы, может быть, заслушаем попозже эти тезисы, которые должен породить Кремль. Но уже есть некоторые наметки на то, куда идет ход мыслей кремлевцев. И ответка может быть не самой страшной, я имею в виду в глобальном смысле слова, но тем не менее серьезной. Такое впечатление, опять-таки, все может поменяться, потому что там идет следствие, размышления продолжаются, международная обстановка тоже меняется. А сейчас, вот пока мы с вами сейчас беседуем на эту тему, я уверен, сейчас серьезные, самые серьезные люди из Вашингтона, Лондона разговаривают с соответствующими представителями Мордора из Москвы и обсуждают вопрос, пытаясь не довести дело до безумных решений. Ну так вот, значит, я очень надеюсь, что безумных ходов со стороны Мордора не последует, но вместо того, чтобы это дело все перевести в такие глобальные мероприятия, судя по всему, Кремлю придется. То есть ответ будет, но он будет урезанным и в значительной степени, наверное, индивидуализированным, то есть сконцентрированным на отдельных личностях. Я бы в этой связи очень посоветовал президенту Зеленскому усилить свою охрану, даже не охрану усилить, а вот почаще менять места дислокации, ограничить количество людей, которые знают, где он находится, и желательно убрать из своего окружения людей, которые имеют связи с Москвой и имели выявленные связи с Москвой, поскольку на карту поставлена его жизнь. Я не шучу. Но я уверен, что вот в этих переговорах сейчас между Вашингтоном, Лондоном и Москвой за Зеленского замолвят серьезное слово, а вот Буданову надо мобилизоваться. Но обо всем этом немножко дальше. Итак, на настоящий момент сложилось как бы три лагеря, которые комментируют произошедший 22 числа теракт. Первый лагерь, он представлен Соединенными Штатами, Великобританией. Остальные страны не были названы, а их там всего 5, подписавшие письмо, которым информируется ФСБ, прежде всего, затем и Путин, о том, что произойдет, неизбежно произойдет террористический акт. Даже назвали даты. Так вот, значит, этот лагерь, состоящий из двух крупнейших электронных разведок мира – Соединенные Штаты и Великобритания. Это Агентство национальной безопасности. Великобритания – это GCHQ, которым нет равных в мире. А там еще, ну, я так предполагаю, раз 5 – это 5 сестер. Канада, Австралия, Новая Зеландия – это где соответствующие другие центры электронной разведки, которые работают вместе и накрывают весь мир. Так вот, по крайней мере, ЦРУ ввела эту операцию, подготовку где-то с ноября прошлого года. Самые осведомленные спецслужбы, самые мощные. У них есть доказательная база, и они сформулировали, заранее предупредили об этом террористическом акте публично за 2 недели, а вот путем соответствующего меморандума я думаю, это было ФСБ в Москве, кто получил эту бумагу изначально, наверное, еще раньше. Потому что происходит нечто подобное, как это имело место накануне российской агрессии 24 февраля. Сначала Вашингтон передавал на Банковую все это по дипломатическим, по политическим каналам, по разведывательным каналам, а потом уже начали орать с конца октября через океан, через все средства массовой информации. Ну вот как-то так это имело место и здесь. Второй лагерь или вторая позиция заключается в том, что это сделали украинские, вернее как, что это сделал не ИГИЛ. Вот что важно. Это вот я подчеркнул. Этой точки зрения придерживаются сейчас представители, в общем, кремлевские, как государственные структуры, так и подкремлевские пропагандистские организации. Там позиция такая. Прежде всего, я повторяю,
это не ИГИЛ, а вторая – это Украина, украинские спецслужбы. Заметьте, вот эта вторая, это украинские спецслужбы, это стоит на втором месте. Самое главное для них – это не ИГИЛ. Третий лагерь – это идея о том, что это не ИГИЛ. То есть вот этот третий лагерь, он как бы так вот перекликается в этом пункте, в первом пункте со вторым, с кремлевским лагерем. Это не ИГИЛ, а второй пункт – это ФСБ. То есть тут 50 на 50 сотрудничество получается, разрыв мозга. Разрыв мозга. А вот во второй части программы или сериала тут уже прямо противоположные точки зрения. Причем вот в третьем лагере я наблюдаю своего рода разрыв мозга. Потому что если мы говорим, что это ФСБ, значит мы говорим, что это не ИГИЛ. О том, что это ИГИЛ, говорят ЦРУ, Великобритания, в общем, самое мощное разведсообщество мира, 5 сестер. И это все теснейшие союзники Украины, благодаря которым она еще существует и воюет. Я имею в виду всю эту помощь, а ЦРУ это вообще, это главная организация в логистике, предоставления помощи Украине, информации и так далее. Так вот, получается, что третий лагерь считает, с точки зрения, вот мне пишут, если вы считаете, что это не ФСБ, значит, вы выгораживаете ФСБ и Путина. То есть, если исходить из этого, значит, ЦРУ, Великобритания, значит, и остальные западные страны, которые говорят, нет, это не ФСБ, это ИГИЛ они настаивают, значит, тоже получается, что они работают на Путина, на ФСБ, понимаете? То есть разрыв мозга, надо как-то так это все подвести под общие знаменатели, мы как-то попытаемся с вами все это сделать. Я думаю, третий лагерь, вот там самая большая проблема, потому что если первые два лагеря, у них есть цель. Первый лагерь – это ЦРУ, Британия и остальные западники. Они знают, что самое страшное и главное для Кремля. Они знают правду больше, чем кто-либо другой, потому что они этим делом занимались, конкретно этим кейсом занимались с прошлого года, и они точно практически сказали, когда, окно дали, 48 часов, и где будет этот террористический акт. Это да. Вот у них есть цель. Они сейчас все делают правильно. Вторая группа, им надо отмазать Путина, и им надо отмазать себя, как-то так закрыть, сделать вид, всем кричать, что это не ИГИЛ, потому что ИГИЛ – это для них самое сейчас опасное. А третий лагерь, я, откровенно говоря, не понимаю, потому что обвинения, я уверен, что 90% украинских слушателей можно легко убедить во всех самых страшных преступлениях, которые совершила и даже не совершила ФСБ. Потому что, понимаем, война страшная, мерзкая, орки напали, ненависть к оркам, все справедливо. Поэтому легко убедить. Но практического смысла. Дело в том, что сейчас идет борьба политическая, это идет борьба информационно-психологическая. И все, что мы говорим, по идее, должно иметь свою конкретную цель. Вот я не вижу у третьего позицию, что это сделал ФСБ, я не вижу эффективной цели, потому что Москве плевать на этот тезис. В Мордоре никто в него не поверит. Ширнормассы не приведут к действию, не придут к действию на основании этого тезиса. То есть на Мордор вещать этот тезис совершенно бесполезно. Вещать его на западные страны, союзников Украины, тоже бесполезно, потому что у них пункт первый есть, как я вам изложил, есть это ИГИЛ, и они знают, что это самый эффективный тезис, и плюс они считают, уверены, что это правда. Поэтому, третий тезис, что это сделала ФСБ, можно под водочку, под пивко, можно
излить душу, вот выплеснуть ее, вот эту всю ненависть, которая накопилась, когда ты просидел очередную ночь под бомбежкой и, не дай бог, еще утратил что-то, кого-то и так далее. То есть это вариант выплеска ненависти, но не более того, потому что эффекта я не вижу, позитивного эффекта, который распространение этого тезиса может принести Украине и ее гражданам. Поэтому вот нужно как-то так тщательно, я вот считаю, фильтровать, о чем мы сейчас говорим, потому что, повторяю, сейчас самый главный вопрос – это не о том, что произошло, а о том, что будет дальше, о том, что готовится. И быть к этому готовым. А для этого надо понимать, что произошло. Так, замыкается, круг замыкается. Ну вот, допустим, мне прислали сообщение на канал в виде обратной связи. Там же дискуссия, постоянно идет дискуссия, кто это совершил. И мне говорят, там, вот такой-то, называет имя, фамилию, разложил по полочкам, что это все сделало ФСБ по пунктам. Но я первым делом, я вам рекомендовал, если вы кого-то услышали и вас заинтересовало, прежде всего вы поинтересуйтесь, что о нем есть известно в интернете. Стоит ли его, если его там вообще нет или есть по мизеру, все, закрывайте, и, потому что, ну, не бывает таких пророков, только в Библии бывает, как то 33 года его не слышали, потом бам, и он вышел, и он пророк. В жизни, если у него нет бэкграунда, все, это или пустышка, или кто-то, или диктор, который зачитывает тексты. Ну вот, значит, открываю, захожу в интернет, читаю. Человек на протяжении многих лет ведущий популярной программы о автомобилях. То есть человек великолепно разбирается в двигателе внутреннего сгорания. До этого он работал, причем прекрасно разбирается, у него очень популярная передача была. До этого он работал художником-карикатуристом. И вот по полочкам он разложил Тер-акт, который полностью опровергает ЦРУ, Великобританию, в общем, пятерых сестер, которые профессионально этим делом занимались несколько месяцев. Он их разносит, как этот самый дед Щукарь отлуп давал, в пух и прах. Ну, вот что, ну что сказать, вот так остается развести руками. Панове или господа, если, не дай бог, вы заболеете или кто-то из ваших родных и близких, и вам надо серьезно проверить свое здоровье, вы пойдете это делать на прием к художнику-карикатуристу или к специалисту по двигателю внутреннего сгорания. А если вам надо вложить свои деньги в прибыльные, ну, сделать прибыльные инвестиции куда-то, вы пойдете с этим, вы пойдете к специалисту или вы пойдете к художнику-карикатуристу. Это я все к тому, что, понимаете, вот три тезиса, вот этих три лагеря, они представлены главными, то есть представленными различными силами, которые за это стоит. Я с той силой, которая, извините, которая представлена профессионалами, то есть лучшими разведками мира, которые знали об этом деле, которые доложили об этом деле заранее. Ну, а теперь, значит, давайте посмотрим, что же произошло. То есть еще публично об этом было заявлено, о том, что грядет этот теракт 7 марта. А до этого, значит, Соединенные Штаты от имени 5 стран передали эту информацию в Кремль. Видимо, не возымела эффект эта передача, эта информация на Кремль. Как не возымела она и когда в течение полугода практически американцы передавали на банку информацию о том, что грядет агрессия. 7 марта посольство Соединенных Штатов, а буквально через несколько часов посольство Великобритании публикует на веб-сайтах своих посольств на английском только языке короткое сообщение. Посольство США. Посольство следит за сообщениями о готовящихся планах экстремистов по неизбежному нанесению ударов на крупных мероприятиях в Москве.
в том числе концертов. Поэтому гражданам США рекомендуется избегать крупных собраний в течение ближайших 48 часов. Но это блестящее разведывательное сообщение. Во-первых, это будет неизбежные удары, то есть это не где-то что-то возможное, likely, highly likely, и там применено слово imminent, неизбежное. Но это практически там близко к 100% вероятность. Где указано? Концерты. Тут не сказано о хоккейных мероприятиях, на футболе. Концерты отдельно указано, какое предприятие. И, наконец, 48 часов. Но 7 числа это только было опубликовано. И что вы думаете? Оказалось, что уже 7 числа террористы, которые потом будут принимать участие в теракте 22 числа, во всяком случае, один из них уже находился в Крокус-холле. То есть, когда они писали посольство, что 48 часов, они, идеально указывали, и где будет концерт, и когда. А этот концерт должен был состояться 8 марта в том же Крокус-сити, где женский праздник, и там должны выступать были Стас Михайлов, затем этот с хриплым голосом грузинский певец, Лепс. Но это так, эти двое так себе, а самое главное там, что все изменило, это был Эмин Агаларов, сын того Агаларова, который построил Крокус-сити, человек, который, в принципе, через ближайших своих контактов вхож, так сказать, в Кремль, человек, который в тесных деловых контактах состоял с Трампом. И вот, то есть предполагалось, что зал будет забит битком, там, говорят, 6200, вообще, может, еще какие-то мероприятия будут. Короче говоря, там должно было бы находиться в тот день свыше 6000 человек. Но в связи с тем, что там присутствовал Эмин Агаларов, или должно быть, тогда в тот день были меры повышенной безопасности. Там было где-то около 80 вооруженных полицейских, и там, видимо, проверяли, кто как входит, выходит и так далее. Поэтому террористы смекнули, и решено было перенести это мероприятие. Оно было перенесено на 2 недели и свершилось 22 числа. То есть потом будет ФСБ как-то так ныть о том, что решение, то есть во внимание предупреждение американцев, британцев и остальных западных стран о грядущем теракте не было принято во внимание, потому что оно было недостаточно детализированным. Это ложь все. Это ложь, потому что открыто уже сказали, фактически дали достаточно информации, чтобы предпринимать конкретные действия. То есть если на основании такой информации в столице государства не предпринимается никаких конкретных действий, это все. То есть это провал спецслужб, это значит сверху в руководстве сидят отмороженные дегенераты полностью. Или есть обстоятельства, которые не позволяют отреагировать и как-то решить этот вопрос. Одно из двух. Но, скорее всего, первое. Но я уверен, что когда конфиденциально это по линии конфиденциальных каналах связи между Вашингтоном и Москвой сообщали о предстоящем теракте, я уверен, что там была более детальная информация, потому что когда американцы сразу после совершения теракта тут же сказали, что это ИГИЛ, и что Кремль был предупрежден, они тут же сказали, что наша информация была actionable. И в своем первом видео по поводу этого теракта я называл это магическое слово. То есть это actionable, это значит информация, это та, на основании которых можно и нужно предпринимать конкретные действия. Или по недопущению
тех событий, которые там описаны, или наоборот, для того, чтобы их стимулировать, развивать там и так далее. Но все сообщение, естественно, американцами было послано для того, чтобы предотвратить этот теракт. Почему они это сделали? Несмотря на плохие отношения, даже враждебные отношения, американцы тут же сообщили. Дело в том, что среди цивилизованных государств, да даже не цивилизованных, они говорили, даже сейчас, если речь идет о государстве противнике или враге, все равно терроризм это считается такой угрозой, такой опасностью, где, ну, перед которой все остальное блекнет, отступает на второй план. И надо решать именно этот вопрос. Вот из этого исходили американцы, британцы и остальные 3 страны из союзников. Но, как мы сейчас узнаем, бледная моль, сидящая в Кремле, оно делает то, что до нее сделал уже Иосиф Виссарионович Сталин накануне нападения Гитлера на Советский Союз. Ведь Черчилль неоднократно передавал Сталину информацию о том, что Гитлер нападет. Но Сталин, он до этого еще решил, что надо дружить с Гитлером, ну, потому что по духу 2 режима не близки были. Нужно дружить с Гитлером, а вот Британия вместе с Францией – это коварные империалисты, которые хотят втянуть Россию в войну против ее союзника, естественно, Германии. Поэтому Сталин отвергал напрочь любую информацию разведки о том, что Германия нападет. Нецензурными словами писал резолюции на соответствующее донесение агентам, нелегалов из-за границы. Кто был особенно упорен или настойчив в доказательстве своей правоты, что нападет Германия, их к чертям собачьим расстреляли. И таким образом, по большому счету, расстреляли помимо них еще и всех остальных, короче говоря, уничтожили всю внешнюю разведку Советского Союза напрочь накануне войны. И ее не было вплоть до окончания Второй мировой войны. Все просвистело без разведки. Пытались там что-то соорудить, но это так было, детские игры. Ну вот, даже Зорге вызывали его якобы в отпуск для того, чтобы расстрелять, но он разумно решил этого не делать, но семью его сослали благополучно. То есть после этого, значит, все, естественно, оставшиеся в живых поняли, что не надо больше говорить о нападении Германии. Это смерти подобно. Все, вопрос был закрыт. Даже начальник разведки РКК писал ему: товарищ Сталин, тут опять очередной предатель сообщает, что нападет Германия, но мы помним ваше мудрое указание, что этого не произойдет, поэтому секир башка. Вот. То же самое мудрый кремлевский руководитель на этот раз. Ему говорят, грядет теракт, а он приходит к выводу, что враг, то есть Америка, вместе с Британией, его шантажируют. То есть его пугают терактом, если он не сделает что-то, что от него потребует Вашингтон и Лондон. Он так это сказал открытым текстом. Это не секрет. Это общедоступная информация. А вслед за ним эту тему начали разгонять уже пропагандоны. Первое это была Симонян, которая так изгалялась на этой теме, там, в отчаянии, в ужасе от наших успехов в Украине. Нам шлют вот какие-то там идиотские предупреждения, шантаж пытается устроить. Но у нас же умный руководитель, нам-то все это пофиг. Ну и вот на фоне этого и свершилось 22 марта. Теракт. И тут и произошло замыкание. 19 часов бледная моль сидела. Ну, я представляю, какое у него состояние было. Примерно такое состояние, говорят, было у Сталина, когда Гитлер все-таки напал. Его 3 дня не было. Но этот, правда, справился через 19 часов. Но вот американские эксперты, специалисты, которые комментировали его выступление, обращение к народу, первое после теракта, они отмечали, что человек подавлен, растерян и по большому счету не знает, что сказать. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить первую часть этого видео. Материала очень много. Я хотел бы, чтобы вы узнали
все по возможности, потому что, как пелось в песне в свое время, настал критический момент, и надо принимать решения, для этого надо знать все. Я сделаю небольшой перерыв. Во второй части я вам расскажу самое главное. Чем, скорее всего, ответит Мордор на этот теракт? Чего боится больше всего Путин? Какой его самый страшный сон по поводу того, что ожидает его страну? Ну и, наконец, объясню, что такое ИГИЛ-Карасан, почему они совершили этот теракт и будут ли в дальнейшем такие теракты в Российской Федерации. Поэтому надолго не прощаюсь. Жду вас во второй части.